Доброго времени суток, с вами канал Python Hub Studio. Это третий урок по ООП, и в этом уроке мы с вами рассмотрим 4 декоратора для методов класса. Property, он же getter, он же вычисляемое свойство, связанный с ним setter, класс метод и static метод. Для того, чтобы была построена некая логическая цепочка, чтобы информация хорошо заходила, давайте смоделируем ситуацию. Команда разработчиков, и нам с вами нужно написать класс, который будет в приложении игре создавать экземпляры, то есть игроков. Этот класс будет в отдельном модуле, который будет потом импортирован в основную ветку программы. Итак, давайте начнем писать класс, который будет создавать игроков. Итак, класс, метод init, и здесь определяем с вами свойства. Так как класс будет импортирован в другую ветку и будет использоваться другими разработчиками, все свойства, то есть поля и экземпляров, должны быть инкапсулированы, то есть приватными. Для этого мы с вами здесь сразу будем создавать два свойства, то есть уровень игрока, то есть level, и его здоровье. И сразу делаем их приватными, инкапсулированными. Давайте здесь запишем. Так, здесь у нас self level у нас будет равно чему-то, и здесь запишем еще одно свойство health. Значит, сразу сделаю поправочку. LVL, вот такие имена для свойств, они не по PEP, потому что else легко спутать с единицей, ну да ничего страшного. И теперь, во время создания игрока, откуда здесь будут браться данные? Во-первых, можно их записать здесь, но давайте создадим здесь две константы, то есть свойства самого класса. У нас здесь будет отдельное свойство level, потому что мы потом в дальнейшем сможем вносить сюда изменения. И здесь так, health. И пусть будет у нас стандартно уровень будет у игрока первый. И здоровье с какой-нибудь 100 единиц. Итак, теперь мы создали два свойства класса. И из этих свойств мы будем брать сюда значения. Так, player. Получаем доступ. Так, уровень. И то же самое для показателя здоровья. Так, health есть. К таким свойствам класса можно получить доступ только через имя класса и точку. И теперь давайте здесь так добавим еще одно свойство сразу. Так, то есть время создания. Так, то есть у нас будет рождение персонажа. И возьмем в него данные вот из... В модуле DayTime есть класс DayTime. Импортируем его как DT и здесь, значит, вызываем его метод now. То есть сюда вернется дата создания этого экземпляра. И теперь здесь, значит, в параметре slots давайте с вами перечислим разрешенные свойства экземпляра. То есть у нас в данном случае в упрощенном варианте будут только три эти свойства. Уровень здоровья, уровень здоровья и дата создания экземпляра. И, значит, здесь мы это все перечисляем. Это у нас будет список со строками. То есть здесь так и записываем. Level, еще одну health. Так, правильно, да. И дату создания. Так. Значит, все. То есть добавить к экземпляру новых свойств, которые не перечислены здесь в атрибуте slots, будет нельзя, будет возбуждаться исключение. Итак, создали. Как теперь нам работать с этими переменными? Именно для этого нам нужны и декораторы property и setter. Что мы делаем? Создаем специальную функцию, даем ей имя level. Естественно, здесь указываем параметр self. И, к примеру, как нам нужно будет получать значение уровня или, к примеру, уровень или здоровья данного игрока. Для этого мы будем использовать специальный метод. Обращаясь к нему, он у нас будет возвращать наш инкапсулированное свойство level. Так, забыл self здесь записать. Self level. Такие методы называются геттерами, то есть он нужен для
того, чтобы получить значение инкапсулированного свойства. И давайте здесь же сразу запишем, пока декорировать все это не будем, запишем метод setter. Ему даем имя такое же самое, lvel. Здесь у нас, естественно, параметр self. И здесь еще один параметр нужен, в который будет передаваться значение, которое изменить или добавить нужно будет к этому свойству. Давайте назовем его numeric, ну то есть просто число. В данном случае у нас будут числа. Так, и этот метод у нас будет делать следующее, то есть self. Так, приватное свойство level. В данном случае это уровень игрока, поэтому через этот метод мы будем просто увеличивать на какое-то значение уровень. Давайте так, здесь мы записываем значение с параметра numeric. И теперь поработаем с этим свойством через эти методы. Так как два одинаковых названия быть не может, давайте здесь пока запишем get level и set level, то есть установить. Так. Создаем новый файлик, пока давайте здесь немного кода. Итак, создаем нашего игрока. В какой-нибудь переменной и запускаем наш класс player. И давайте попробуем. Значит, посмотрим, что у него за атрибуты. Так как мы инкапсулировали, то есть здесь есть только два метода, get и set. Свойства его не видны, ничего не видно, так как это инкапсуляция. То есть эти методы с инкапсулированными свойствами можно работать только внутри класса. Итак, давайте попробуем. Выведем на экран уровень игрока при помощи метода get. Так, значит x.getLevel. Он нас возвращает значение в приватном свойстве. Так, уровень единица. Так, теперь то же самое, только попробуем установить новое значение. X. Так, set. Где он тут у нас? Set level. И передаем, ну, допустим, там игрок что-то там в игре исполнил, и у него там на 2 единицы повышается уровень. Так, в данном случае, значит, print оставим, там вернется none. И здесь опять print get. Так. Get level. Запускаем данный код. Одним методом мы получили значение, потом установили новое. Понятно, оно возвращает, ничего не возвращает данный метод. И потом опять посмотреть, какой уровень здоровья. Итак, мы с вами с инкапсулированными свойствами работаем при помощи методов get и set. Но, чтобы не писать два разных вот таких метода с разными названиями и не вызывать их как методы, то есть при помощи фигурных скобок, для этого есть декоратор property и setter. Удаляем лишнее. У нас получается два метода с одинаковым именем. И здесь мы записываем декоратор property, а здесь записываем связанный с ним декоратор setter. Обратите внимание, в данном случае имена у методов должны быть одинаковые. Property без setter может существовать, но setter без property нет. То есть в данном случае так, мы записываем setter через имя метода .setter. Есть. Так, это убираем, задекорировали. И теперь мы можем обращаться к имени LVL следующим образом. То есть, так, давайте запишем еще раз print x.level. Вызывать этот метод уже не нужно, то есть он маскируется под свойство, то есть как бы под переменную экземпляра. Давайте посмотрим. Так, все, вывелась единица. Есть. И теперь давайте x.level присвоим новое значение. В данном случае вызовется вот этот метод. Так мы присваиваем значение setter, то есть устанавливаем его и пишем равно и, допустим, на 5 единиц. И теперь здесь опять запишем print x.level. Все работает. То есть, по сути, когда вы пишете свой собственный код и работать с ним будете только вы, вот эта вся ботва, она и даром не нужна. Вот это все необходимо, когда с вашим кодом будут работать другие разработчики. То есть, вы должны защитить данные в этом классе, чтобы они не могли туда ничего самовольно вносить. И изменения, то есть, вы свойства все инкапсулируете. И
взаимодействие с этими свойствами осуществляется через методы, которые маскируются под переменные. Соответственно, property, так его еще называют свойством вычисляемым. Просто потому, что здесь, как вы можете понимать, может быть написан еще большой код, который там что-то вычисляет, прежде чем вернуть это значение. И здесь, соответственно, то же самое записывается проверка. То есть там допустимые ли значения приходят и так далее. С этим мы сейчас будем дальше работать, когда будем рассматривать статический метод. Итак, прежде чем перейти к статическому методу, давайте здесь запишем для красоты небольшую проверочку. Так, если self-LVL больше или равно 100, какой-то там максимальный уровень, то тогда мы просто self уровень будет равен 100, чтобы выше не поднимался. Так, и давайте здесь с вами, к примеру, свойство property будет возвращать этот метод не просто уровень игрока, а давайте здесь запишем следующее. Так, у нас есть такое свойство, как дата создания. Так, self-born. Да, правильно? Ага, правильно. Значит, давайте сделаем следующее. Чтобы оно возвращало в виде кортежа, то есть уровень и сколько времени просуществовал данный персонаж в игре. Так, опять вызываем dt.no. Какая сейчас время? Отсюда отнимаем данную штуку. И значит, смотрите, так, здесь получается у нас, давайте сделаем так, посмотрим, что у нас возвращается в данном случае. Так, где-то я что-то накосячил. Ага. Так, здесь я просто забыл дописать if. Так, запускаем. Значит, вот это вот выражение возвращает нам объект time delta, то есть сколько там времени прошло. Для этого мы с вами здесь записываем, просто переводим это в строковый вариант. Так, записываем f строку и здесь пишем фигурные скобки. Это выражение потом превратится в f строку. Давайте это все посмотрим. Так, 0,0, потому что время прошло мало. Так, есть, все готово. Теперь переходим к декоратору класса метод. Для чего он нужен? Этот декоратор необходим, когда у нас в классе должен быть прописан метод, который взаимодействует не с экземплярами, как, например, вот эти два, а именно с классом. Давайте посмотрим, что это такое. Во-первых, сразу пишем декоратор класс метод. И здесь записываем этот метод. К примеру, данный метод мы сейчас его запишем. Он будет менять вот эти значения. То есть с экземпляром, по сути, он никак не взаимодействует. Он будет менять значения в константах самого класса. Так, итак, здесь запишем ему название set cls field. То есть установить значение в свойствах класса. Дальше здесь в параметрах. Здесь в параметрах записывается не self, а cls. По сути, здесь можно точно так же, как и self, как и cls, здесь может быть записано абсолютно любое имя этого параметра. Но принято писать cls. Понятное дело, чтобы все было стандартизировано по какому-то шаблону, чтобы потом не путаться. Итак, мы с вами здесь. И, значит, смотрите, так как этот метод декорирован при помощи декоратора класс метод, то в этот параметр будет попадать не имя экземпляра, к примеру, x, как в self. В этот параметр будет попадать имя класса, который запускается. Итак, и что мы, к примеру, здесь будем делать? Например, какие-то праздники, реклама нашего приложения, тру-тру, заходите, регистрируйтесь, будете стартовать с какого-то 10 уровня. Соответственно, нам нужно здесь в методе, вот этот метод нам необходим, чтобы изменить значение вот этих констант, чтобы во время создания новых игроков, к примеру, на какой-то период, сюда попадали значения, к примеру, уровень игрока не 1, а 10. Соответственно, мы здесь записываем. Так как в параметр cls у нас попало имя класса, мы записываем cls. Получаем доступ к значению свойства самого класса LVL и присваиваем туда новое значение. Новое значение мы берем, соответственно, отсюда из параметров. Давайте ему такое же имя дадим, так и по умолчанию единица.
Но передавая сюда какое-то значение, соответственно, мы сюда его и будем помещать. Так, ну и на всякий случай давайте здесь запишем так kls.health. Так, это у нас будет равно вот этому health, который мы здесь запишем как параметр. Так, по умолчанию, сколько у нас там, 100. И теперь давайте все это дело проверим. Так, код увеличивается. Давайте мы отсюда все это уберем уже. Так, и сделаем следующее. Так, создадим просто новый файлик и импортируем туда вот этот документ. Так, new file rr.p есть. О, открылся. Молодец. Так, как он у нас там называется? Ага. Так, from class 3 import. Так, player. Класс player. И давайте поработаем. Так, сейчас сразу все это дело у нас. Так, вот так вот. Значит, поработаем. Значит, пишем так x player. Запускаем, создаем персонажа. И значит здесь мы с вами давайте сразу посмотрим, какой у него там уровень. X level. Но перед созданием этого персонажа запустим. Так, мы через имя класса player. Где он у нас тут? Set class field. И сюда передадим значение. 10 уровень. То есть мы запускаем вот этот класс метод через имя класса. Запускаем данный код и смотрим. Уровень игрока 10. Соответственно, там прошли праздники, там все дела. Player. Опять запускаем этот класс. Set class field. Передаем туда единичку. Кстати говоря, можно вообще ничего не передавать. Тут же у нас значение по умолчанию. И там, к примеру, какой-нибудь игрок Y уже будет создаваться. Ну, это я уже лишнее пишу, и так вроде бы понятно. С значением print. Так, x level. С единичкой. Так, здесь надо не x, а y. Ага. Вот так вот. Все, запускаем. Все, этот десяточка, тот и единичка. Не успел на празднике зарегистрироваться. Так, дальше, теперь. Кроме, значит, изменения свойств данного класса, в принципе, здесь может быть информация зачастую. В таком методе хранится информация о самом классе. То есть возможности его, тут можно выводить, к примеру, перечень экземпляров, которые по нему созданы и так далее. Дальше, следующий декоратор, это у нас декоратор static метод. Что это такое? Смотрите, когда, вот, например, в данном случае нам очень сильно необходима функция, которая будет проверять допустимость присваиваемых значений здесь, здесь и здесь. Соответственно, эту функцию нужно куда-то, где-то ее определить. Ее, в принципе, можно бросить просто так, куда-то сюда, но так как она, в принципе, будет использоваться только в этом классе, соответственно, мы ее и записываем внутри этого класса. Давайте ее сначала определим. Данный метод, функцию, такое уже. Так, сделаем ее тоже приватную, чтобы ее нельзя было запустить извне, и назовем ее type-test, то есть проверка типа данных. Соответственно, здесь ни self, ни KLS параметров не нужно, она не работает конкретно ни с экземпляром, ни с классом, но нам здесь необходимо, значит, следующее, просто параметр значения. И давайте здесь запишем. Так, если, так, записываем функцию из instance. Значение в параметре value через запятую будет int. То есть, на всякий случай, эта функция проверяет принадлежность значению в переменной какому-то типу данных. Например, int. Мы здесь будем проверять, int ли поступил у нас в параметр value. Если int, то есть эта функция возвращает нам булевое значение true, то мы здесь просто запишем return значение value. Так, else, двоеточие, возбуждаем исключение rise, так, type error,
Где она тут у нас? Type error. И здесь записываем сообщение. То есть, так, must be int. Должно быть число integer. И теперь, смотрите, мы определили эту функцию, декорируем ее декоратором. Static метод. И теперь прописываем запуски этой функции. Где мы ее прописываем? А мы прописываем ее здесь, здесь и вот здесь. Через имя класса, например. Так, player. Type test. Сейчас, где она тут у нас? Ага, вот она. Type test. И, соответственно, ага, ну тут уже так не прокатит. Так, это здесь я лишнее сделал. Так, type test, health и вот здесь вот. Numeric. Итого, значит, во время присвоения у нас это значение будет попадать в работу этого метода. Он проверяет, если там int, возвращает его сюда же, и это все присваивается. Так, теперь давайте все это проверим. Попробуем у нас, значит, здесь в y.level присвоить какое-нибудь значение, которое не int. Ну, например, 2.3. И что у нас там получится? Срабатывает наше исключение must be int. Кстати говоря, что интересно, вот этот декоратор, это, скажем так, если его убрать, вообще ничего не поменяется. Давайте попробуем. Убрали его. Работает ли код? Ну, все работает абсолютно так же, но с этим декоратором просто видно, что это вообще такое. Так, значит, что у нас там? То есть в итоге у нас с вами получился класс, испоганить работу которого неправильным обращением и присвоением всяких свойств, которые здесь не нужны, не получится. Значит, работа этих декораторов основана на дескрипторах, то есть перегрузка операторов. Если хотите, голосуйте в комментариях к видео. Выпущу урок по поводу перегрузки операторов. На этом, в принципе, все. Код я тоже кинул, ссылка будет в описании к видео. До следующих видео. Пока.